Всем привет! И в этом видео я покажу, как связать сумку в виде звезды крючком. Перед началом ролика не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы по вязанию и не только. Для этой работы нам понадобится крючок на 4 мм и пряжа любого цвета, которая подходит для крючков 4 мм. Я взяла розовую, белую и пушистую белую пряжу. Вы можете взять абсолютно любые цвета и можете играть с комбинациями разных цветов в разных рядах. В видео я покажу, как менять цвета для каждого ряда. Берем крючок и пряжу и делаем на пальцах своеобразную букву X из нити. С задней стороны получились две параллельные линии. Заводим крючок под одну из них, захватываем, разворачиваем крючок, захватываем свободную нить и протягиваем ее. У нас получилось вот такое кольцо. Делаем 3 воздушные петли, накидываем нить на крючок, заводим его в кольцо, захватываем нить, накидываем, протягиваем через 2 петли, снова накидываем и продеваем через 2. Так вяжутся столбики с 2 накидами. Нам нужно связать 19 таких столбиков. Мы просто вяжем все столбики в кольце, потом мы его стянем, и у нас получится круг из столбиков. Все просто. Связав все 19 столбиков, нужно потянуть за свободный конец, который у нас остался после создания кольца, и само кольцо стянется и образуется круг из столбиков. Далее находим первые 3 воздушные петли, которые мы вязали в самом начале, и в третью из них заводим крючок. Захватываем нить и протягиваем ее через все петли на крючке. Так делается соединительная петля. Вяжем одну воздушную петлю и в ту же самую петлю, в которой мы соединили круг, заводим крючок. Захватываем нить, протягиваем, накидываем и продеваем через все петли. Так вяжется столбик без накида. Пропускаем одну петлю и во вторую нужно связать 3 столбика с накидом. Накидываем нить и заводим крючок во вторую петлю. Вяжем первый столбик. Делаем второй столбик. И последний третий столбик. Вяжем 3 воздушные петли, первая, вторая и третья. В этот же промежуток, где у нас связаны 3 столбика, нужно сделать еще 3 таких же столбика с накидом. Первый столбик, второй столбик, и третий столбик. Теперь пропускаем одну петлю и в следующую вяжем столбик без накида. То есть делаем столбик через одну петлю, то есть мы ее пропускаем и чередуем так петли. Снова пропускаем одну петлю и в следующую снова вяжем 3 столбика с накидом. У нас уже сформировалась небольшая последовательность, благодаря которой мы делаем уголки у звездочки.
Делаем 3 воздушные петли и вяжем в этом же промежутке 3 столбика с накидом. Когда мы заканчиваем угол, мы пропускаем одну петлю, вяжем столбик без накида, снова пропускаем петлю и начинаем вязать уголок. Все действия повторяются, и их достаточно легко запомнить. На всякий случай я оставлю полный фрагмент, как я вяжу этот ряд. Вы можете замедлить видео в настройках и посмотреть его детальнее. Довязав последний угол, делаем соединительную петлю в первую воздушную петлю, которую мы вязали в самом начале. Да, это может быть трудно, но ничего страшного. Вот такая звезда получается. Сейчас я покажу, как поменять цвет у ряда. Берем пряжу и складываем кончик нити вдвое и захватываем образовавшийся сгиб крючком и протягиваем его через петлю. В следующую петлю делаем соединительную петлю, потому что нам нужно начать вязание с соседней петли. Вяжем 3 воздушные петли. Делаем в следующих 3 петлях по одному столбику с накидом. То есть мы просто вяжем столбики до большого промежутка. Теперь переходим в промежуток и в нем вяжем 3 столбика с накидом. Делаем 3 воздушные петли и снова вяжем 3 столбика с накидом в этом же промежутке. Вам это ничего не напоминает? Рядом позже мы точно так же вязали уголки. И в этом, и в последующих рядах эта схема вязания в промежутках будет сохраняться.
Далее вяжем по одному столбику с накидом в следующих 3 петлях. Пропускаем одну петлю и в следующую от нее снова вяжем по одному столбику с накидом в следующих 3 петлях. Мы всегда будем пропускать одну петлю в промежутке, где заканчивается один угол и начинается другой. Переходим в промежуток и снова вяжем 3 столбика с накидом. Вяжем 3 воздушные петли и в этом же промежутке вяжем еще 3 столбика с накидом. По сути все повторяется. Мы доходим до конца уголка, пропускаем одну петлю и идем на другой угол. Там вяжем столбики с накидом в каждой петле до промежутка и в промежутке вяжем 3 столбика. Потом 3 воздушные петли и снова 3 столбика в этом же промежутке. И все по новой. Думаю, я пропущу некоторые моменты, потому что они повторяются, да и думаю, вы уже поняли, как вязать этот ряд. Довязываем последние 3 столбика. И теперь возвращаемся к первым 3 воздушным петлям. Делаем соединительную петлю в 3-ю воздушную петлю. А сейчас будьте внимательнее, я буду показывать схему, которая будет актуальна для всех следующих рядов. В начале ряда всегда делаем соединительную петлю в следующую петлю, вяжем 3 воздушные петли и вяжем по одному столбику с накидом в каждой петле до самого промежутка. Я не хочу говорить количество столбиков, которые нужно сделать, чтобы вы не считали. И, кстати, с каждым следующим рядом количество столбиков до промежутка будет увеличиваться, но схема будет неизменной, она не будет меняться. Просто нужно провязать столбики до промежутка, до того момента, где начинаются воздушные петли. Дойдя до промежутка, мы должны связать в нем комбинацию для уголка, а именно 3 столбика с накидом в этом промежутке, потом 3 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. В прошлом ряду мы точно так же провязывали углы в промежутках, и во всех следующих рядах мы будем вязать углы точно таким же способом. Делаем 3 воздушные петли, вяжем 3 столбика с накидом в этом промежутке.
И теперь вяжем столбики почти до конца стороны этого угла, но в конце мы должны оставить одну петлю не провязанной. Далее я покажу, как это будет выглядеть, не волнуйтесь. На стыке двух углов звезды нам нужно пропустить 2 петли. Просто возьмите 2 столбика, которые находятся на стыке двух углов. Их, кстати, можно легко найти, если немного согнуть звезду. Пропускаем 2 петли и с третьей начинаем снова вязать столбики с накидом до промежутка. Схема вязания очень легкая. Вяжем столбики с накидом до самого промежутка. В нем вяжем комбинацию для уголка, а именно 3 столбика с накидом, 3 воздушные петли и снова 3 столбика с накидом. Далее идем столбиками с накидом до стыка двух углов. Там пропускаем 2 петли и снова вяжем до промежутка. И все по новой. С каждым рядом количество столбиков будет увеличиваться. Вы можете играться с комбинациями цветов и количеством рядов. У меня получилось вот так. Центр я связала розовым, после провязала 2 ряда обычной белой пряжей, я их как раз показывала в видео. Далее 2 ряда пушистой пряжей и сделала 2 ряда розовой пряжей. В общем получилось 6 повторяющихся рядов. Я не считаю середину, то есть вот эту розовую звезду в начале, потому что ее вязание уникальное и нигде не повторяется. У меня получилась небольшая сумка. Вы можете сделать столько рядов, сколько вам хочется. Думаю, 7-8 рядов это оптимальный вариант. Также нам нужно связать вторую точно такую же звездочку, чтобы потом их соединить. Давайте сделаем ручку для сумки. Делаем обычную закрепительную петлю. И вяжем 6 воздушных петель. Делаем еще одну воздушную петлю, она будет петлей подъема, то есть в общем счете у нас будет 7 воздушных петель. Теперь пропускаем только что связанную петлю и во вторую вяжем столбик без накида. В каждой петле нужно связать по одному столбику без накида. В общем должен получиться ряд из 6 столбиков. Когда связали весь ряд, делаем одну воздушную петлю. В начале каждого нового ряда мы должны будем делать одну воздушную петлю. Разворачиваем работу и снова вяжем столбики без накида до конца ряда. В каждом ряду будет по 6 столбиков. Мы просто вяжем ряд за рядом эти столбики, и вскоре у нас будет образовываться лента из столбиков. Количество рядов не ограничено. Например, у меня получилось 308 рядов. Не пугайтесь, ряды получаются невысокими, вот поэтому и большое количество рядов. Примерно вот такая змейка из рядов у меня получилась. Чтобы закончить вязание, делаем одну воздушную петлю и обрезаем нить. Чтобы спрятать нить, мы просто продеваем крючок в случайных местах и протягиваем нить, пока у нас не останется маленький хвостик. Его в конце можно обстричь. Теперь будем соединять все элементы вместе. Берем одну звезду и ленту, прикладываем края друг к другу и берем розовую нить. Делаем простую закрепительную петлю и оставляем ее на крючке. Берем любой из уголков звезды и прикладываем к нему ленту. Делаем так, чтобы примерно петли звезды и ручки находились друг напротив друга. Продеваем крючок через обе самые крайние петли, накидываем нить и протягиваем ее через все петли.
Идем в следующую петлю, снова продеваем крючок и через звезду, и через ручку. И таким образом мы сшиваем две части сумки вместе. Я забыла, кстати, вам сказать очень важную деталь. Вот эта сторона, которая повернута сейчас к нам, она является изнаночной для моей сумки. Нам нужно пришить стороны так, чтобы изнаночные были снаружи, а лицевые были внутри. Потом мы вывернем сумку, и все будет хорошо. Довязывайте эту сторону и возвращайтесь обратно. Вот так у меня получилось. Я оставила один промежуток между двумя углами для отверстия, куда мы будем класть вещи. В общем, вот так получилось по итогу. Осталось пришить другую сторону звезды. Когда закончили сшивание, делаем одну воздушную петлю и обстригаем нить. Теперь накладываем вторую звезду изнанкой вверх, чтобы снаружи у нас были все изнаночные стороны. И пришиваем эту сторону точно таким же способом. Делаем закрепительную петлю. Продеваем через ручку и через звезду. Накидываем нить и продеваем. Все то же самое. Только старайтесь делать все ровно и параллельно. У меня большие трудности вызвали углы и промежутки между ними. Постарайтесь сделать так, чтобы каждый угол находился ровно напротив другого угла. Ничего страшного, если в первый раз не получится сшить ровно. Я тоже первый раз сделала криво, и это нормально. Главное терпение. И вот так у меня получилось в итоге. Осталось пришить конец ручки. Я тут обрезаю нить, но сейчас я подумала, что этого можно было и не делать. Ну ладно. Делаем снова закрепительную петлю и снимаем ее с крючка. Берем конец ручки и прикладываем его к началу. Продеваем крючок через обе петли, захватываем нить и продеваем ее через все петли. По сути, мы сшиваем все тем же самым способом, как и делали до этого. Когда прошили ряд, делаем воздушную петлю и обрезаем нить. Для надежности я беру любые попавшиеся хвостики и завязываю их между собой. И уже потом прячу их в работе. Теперь просто выворачиваем работу, расправляем все уголки. И сумка готова. Если хотите, чтобы сумка выпрямилась, то намочите ее и положите под пресс. Ну, можно под книгу, например. И потом она разгладится, высохнет и будет более прямой. Спасибо большое, что посмотрели ролик до конца. Спасибо всем моим подписчикам, кто предлагал идею данной сумки. Мне очень приятно, когда вы участвуете в жизни канала и предлагаете свои идеи. Кстати, на этих видео есть небольшой спойлер к одному из будущих видео, поэтому можете написать в комментариях, что вы здесь заметили. Не забывайте подписываться на мои соцсети, чтобы быть в курсе актуальных событий по каналу. Также можете поддержать канал монеткой, все ссылки будут в описании. Я буду очень вам благодарна. Ну а на этом все. Не забывайте, что вы самые лучшие. Спасибо вам большое. Пока.